Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я покажу, как в домашних условиях убрать морщины. Даже самые глубокие очень хорошо смягчаются и разглаживаются. Мы сегодня будем делать классную масочку для лица с содой и не только. Маска с содой отлично ухаживает за кожей, очищает хорошо и освежает. Даже самая дряблая увядающая кожа приобретает совсем другой вид. Поверьте мне, это уже испробовано, но обязательно нужно маски делать курсом, а не один-два раза. Здесь я приготовила масла разные, но я об этом сейчас вам расскажу. Я уже сказала, что маску лучше делать, конечно же, 2-3 раза в неделю, и тогда будет эффект потрясающий. На моем канале, вы знаете, очень много разных масок, и их можно чередовать с этой маской, которую я сейчас покажу. Сода мне нужна обычная, пищевая, которая, конечно же, найдется дома у каждой хозяйки. Если вы сделаете немножко больше маски, ничего страшного, эта маска хранится в холодильнике. Отправляем сюда чайную ложечку соды. Сода в маске очень хорошо и мягко очищает кожу, а также она успокаивает нашу кожу и оказывает антисептическое действие. Очень хорошо выравнивает тон лица. Лицо как после дорогого салона. Девочки, еще хочу сказать, маску можно делать вечером за 2 часа до сна. И утром будет отдохнувшая, сияющая, ухоженная кожа лица. Также не забывайте наносить маску на шею и на зону декольте. Ну и естественно, как я всегда повторяю, наносите маску и на руки. Они тоже просят ежедневного ухода. Также приобретите по возможности увлажняющий или питательный крем для рук и обязательно им пользуйтесь. Вода у нас у всех разная, бывает вода очень жесткая для нашей кожи, не подходит, нехорошая, очень сушит кожу. Поэтому, конечно же, нужно обязательно иметь какой-то крем увлажняющий или питательный. И еще лучше это будет в зависимости от сезона. Если осень, зима, то лучше крем питательный. Если весна, лето, то лучше, конечно, увлажняющий. У меня всегда в ванной комнате стоит крем для рук, и я, как только помыла руки, сразу наношу небольшое количество, растерла, и все. И руки всегда у меня не сухие, всегда напитанные, ухоженные, как вы сами видите. Очень многие пишут в комментариях за мои руки. Девочки, всегда, когда остается маска, я эту маску наношу и на ручки. Еще сразу хочу сказать, обязательно делайте тест на чувствительность. И пишите, конечно же, свои впечатления от маски в комментариях. Отвлеклась. Девочки, сюда я добавила 1 чайную ложечку соды. Это шикарный продукт для дряблой увядающей кожи лица. Также она очень хорошо убирает пигментные пятна, если они у вас есть на лице. И даже если на руках есть пигментные пятна, то эта маска будет хорошо их убирать. Поэтому не жалейте масочку, лучше сделайте больше, но нанесите ее и на ручки. Также сюда я буду добавлять крахмал. Крахмал берите любой, какой у вас есть, картофельный или кукурузный, не имеет никакого значения. И добавлять сюда крахмала буду также чайную ложечку, прям вот так вот с горкой. Давайте соду и крахмал хорошо перемешаем. Он отлично питает кожу, матирует лицо и нормализует естественное образование кожного сала. Вы знаете, многие люди, даже среди моих знакомых, с жирной кожей используют крахмал вместо пудры. И кожа после него становится такой бархатистой. Им очень нравится. Я тоже пару раз пробовала, но у меня не жирный тип кожи, поэтому я делаю только маски. Следующий компонент
Это или пенка для лица будем добавлять, или гель, если у вас есть для бритья, он тоже пенящийся, можно добавить гель. Вот что-то одно из этого. В прошлый раз я добавляла пенку себе в масочку, давайте этот раз я добавлю гель. И беру чайную ложечку, тоже вот так прям с горкой. Обязательно каждый компонент, как только вы добавляете, сразу старайтесь его смешивать. По консистенции, возможно, у нас с вами будет разная пенка для умывания и гель для бритья. Поэтому, если нужно больше этого добавить, добавляйте, не бойтесь, гель или пенку. Вот, можете добавить столовую ложечку, если вам понадобится. Мне вот достаточно было чайной ложечки с горкой. Видите, какая по консистенции получается маска. Вот именно такая, которая мне и нужна. Но сюда я буду добавлять еще другой продукт. Вернее, еще один продукт. Хорошо обязательно смешивайте, чтобы эти все компоненты между собой хорошо смешались. Если же у вас нет ни пенки для умывания, ни геля для бритья, вы можете сюда добавить мыло, которым вы умываетесь. Возможно, кто-то из вас умывается мылом. Видите, я уже очень хорошо смешала маску. И сюда я еще буду добавлять масло собственного производства. Если вы не приготовили еще такое масло, об этом я говорила в своих видео, то вы можете добавить или оливковое масло, или масло шиповника, масло жожоба, миндальное масло. Они отлично ухаживают за возрастной кожей. Вот поэтому, если у вас нет такого масла, как у меня, добавьте одно из перечисленных, о которых я сейчас сказала. Это у меня масло настоянное на лаванде и розмарине, а это масло у меня на розмарине и лавровом листе. И добавляю сюда 1 чайную ложечку этого шикарного масла. Масло очень хорошо насыщает кожу витаминами и аминокислотами, а также повышает антиоксидантную защиту, нормализуя обменные процессы и делает нашу кожу более увлажненной, а также способствует уменьшению морщинок и предупреждает появление новых морщин на лице. Видите, какой консистенции получается маска? Она как густая-густая сметана. Все, она готова, ее уже можно наносить на лицо. Но перед тем, как наносить маску на лицо, вы уже знаете, нужно обязательно кожу нашу хорошо очистить. Маска очень хорошо, смотрите, ложится на кожу, она не стекает. Наносите ее обязательно по массажным линиям. И оставляйте на 20 минут, после чего смойте теплой, а затем прохладной водой. Ладно, на этом все. Оставайтесь здоровы и красивы. Желаю вам всего самого доброго, конечно же. Всем пока. Встретимся позже.